Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», это трехмесячный гороскоп на 3 летних месяца, июнь, июль, август 2024, то вы сейчас понимаете, о чем я буду говорить. Если же не смотрели, в конце этого видео прикреплю ролик, посмотрите, может сверите, сбылось, не сбылось, получилось, вырулить определенные события и мероприятия в плюс из минуса. На самом-то деле и июнь, и июль месяца попроще, август, естественно, будет сложнее, не просто так. Но, ребята, сейчас более точечно, масштабно и объемно постараюсь коротенько и быстро рассказать, что же ждет вас, дорогие близнецы, в этом августе. Специально, ребят, записываю это видео заранее, для того, чтобы у вас было время спланировать август за 2 недельки. Этого на самом деле достаточно, чтобы утрясти много своих дел, особенно те, которые тянутся долго, которые начали затягиваться. К чему ждать, к чему готовиться, что ждать от этого могучего ретроградного Меркурия, который к нам идет в августе. Сейчас все расскажу. Да, ребят, у нас в конце июля начинает складываться одна из сложных квадратур. Это Венера-Уран. Венера – это всегда про любовь, про отношения, про то, как мы чувствуем, про что мы выбираем, какого партнера мы выбираем, да. Венера – это всегда про деньги, наше желание тратить, как мы расходуем своими финансами и навыками в том числе. Венера отвечает за наши навыки, которые мы наработали в течение жизни, и как мы применяем их в работе с точки зрения, нравится нам работать на нашей работе или нет, нравится ли нам делать дело нашей жизни или нет, на котором мы тратим на самом-то деле очень много времени. Да? Все мы на своих работах проводим очень много времени. Здесь такая основная, пожалуй, история будет этого августа. Да? И, конечно же, Уран – это планета. Планета, которая отвечает за свободу, за анархию, поступить вопреки, лишь бы только освободиться от любых убеждений, ограничений, лишь бы только сделать все по-своему, для того, чтобы стало легче. Кажется, вот сейчас я брошу нелюбимую работу, станет легче. Сейчас я брошу эти отношения, станет легче. Сейчас я наконец-то потрачу эти деньги и куплю себе то, что я хочу, и будет мне прям хорошо. Но очень часто на этом аспекте, когда мы что-то делаем, получается совершенно не так, как мы изначально хотели. Не потому, что мы люди плохие, нет. Потому что это такое влияние Урана. Все зависит от того, какой Уран есть в натальной карте у каждого. И понятное дело, если у кого-то Уран в натальной карте напряженный изначально, то человек изначально понимает, что то, что он делает, возможно, будет иметь какой-то странный смысл, и результат получится не таким, как я хочу. То есть человек для того, чтобы принимать свои решения, осторожен. Те, у кого этот Уран гармоничный на самом деле в натальной карте, это не говорит плохо, это говорит о том, что когда приходит как раз-таки аспект Урана и происходят события, которые нестандартные, неординарные, человек теряется. Вот и все. Потеряться в событии, начать паниковать – это обычная такая история выживания. Поэтому, ребят, здесь не нужно думать о том, что как-то со мной что-то не так. Просто нужно научиться в этих неожиданных событиях разбираться. И этих событий, забегая прям вот очень сильно вперед, со 2 сентября, вот этот Уран как раз-таки, он пойдет еще и в ретроградное движение на почти полгода, чуть меньше, на 5 месяцев до 1 недели февраля. И здесь, конечно же, история того, что сейчас у нас вот это вот с конца июля и 1 недели августа это время, когда Венера-Уран будет активно работать аспект. Что хочется? Захочется развестись, выйти из отношений, захочется потратить деньги, куда-то там резко во что-то вложиться, захочется убежать от проблем, сделать, чтобы оно вот все как-то было полегче. Но, ребят, скажу так, у близнецов получится все-таки эту историю вырулить, да, поэтому здесь старайтесь быть более гибкими, если видите, что результат в работе, например, получается не такой, какой вы хотели. В отношениях постарайтесь не пылить, постарайтесь, наоборот, внести новизну в отношениях и не принимать вот этих резких историй освобождений для того, чтобы как-то вот жизнь свою легче сделать. Да, нам всем хочется как-то вот сбросить балласт, чтобы было полегче, но, ребята, здесь
здесь смотрим по обстоятельствам и опять же понимаем, на планете 700-800 миллионов близнецов. Мы все разные, ребята, разного возраста, времени, места рождения, даты, разного воспитания. У всех разная выживаемость вообще в жизни и набор планет в натальной карте. Поэтому здесь всех под одну гребенку не могу ни в коем случае подгрести. Для кого-то этот аспект будет классных запусков новых проектов, у кого-то этот аспект будет раздражающий, сложный, который заберут все отношения, перетянут одеяло на себя. И здесь все зависит просто от силы и мощи каждого человека. Если у вас на фоне этого возникает вопрос, оставляйте комментарии в натальной карте, по своей натальной карте, но при этом, чтобы я в вашу натальную карту заглянула, ребят, мне нужны дата, время и место вашего рождения. Ну и, собственно, ваш вопрос, который вы хотите узнать на этот период времени, для того, чтобы я четко по вашей натальной и транзитной карте ответила, что же у вас сейчас будет, какое событие грядет, как из него вырулить, что сделать, там, копить или тратить, сохранить деньги или наоборот. Это лучший аспект для того, чтобы вложиться и что-то купить. Поэтому у всех индивидуально я рассказываю общий гороскоп. Я надеюсь, вы все это понимаете. Идем дальше. У нас 4 августа у нас, ребят, с вами новолуние. Новолуние во Льве. Я не скажу, что это день какой-то ужасно печальный, грустный, тоскливый. Нет, этот день у нас однозначно солнышко у нас в соединении с Луной находится во Льве. Здесь плюс еще Юпитер такой добродушный из близнецов. Да? Близнецы второй декады прям чувствуют себя хорошо, чувствуют себя прекрасно, потому что вас посетил Юпитер. Юпитер дает вот такой внутренний позитив, движение, активность, когда хочется много чего сделать, много чего внедрить, запустить нового. Да? И делайте, внедряйте. Собственно, и первая неделя августа будет у вас такой, и новолуние, когда захочется еще больше творить, да, больше что-то делать, уже будет не так страшно. Здесь и Лилит будет вроде как делать аспект, но благоприятный, да, то есть все ваши страхи, которые вы осознаете, переживания, вы будете отчетливо понимать, окей, это есть, но я, пожалуй-ка, пойду в развитие, будет мне там хорошо. Ну и, собственно, будут попадаться люди, те, кому вы когда-то помогали, что-то делали, да, как говорится, люди в счет, не в счет кармы, то, что вы до этого сделали хорошее, вот люди будут вам в жизни попадаться в виде других людей для того, чтобы помочь вам продвинуться, кто-то даст вам нужный совет, кто-то поможет договориться, да, то есть и какую-то услугу вам обязательно окажут, вы скажете, Нау, это же как так случается, как-то вот так вот очень интересно и забавно. На самом деле это все то, что вы заслужили для того, чтобы идти и развиваться. Да, ребят, развивайтесь и ни в коем случае не останавливайтесь. Остановиться захочется, всегда захочется залениться, остановиться. Но, ребят, скажу так, что в этом августе, да, хоть и месяц непростой, реально заставит потрудиться, да, энергия не совсем похожа с близнецовской, да, но здесь все-таки скажу, что даже ретроградный Нептун будет делать благоприятный аспект вам, дорогие близнецы, и это будет история, когда захочется, я бы так сказала, знаете, вот для близнецов первой декады здесь захочется вот вдохновение появится, да, мудрость откроется, начнете проявляться. Для близнецов второй и третьей декады, да, вторая декада, несмотря на то, что Юпитер скажет, ребята, работаем, трудимся, классно что-то творим, но здесь Сатурн будет идти в ретроградном движении, и да, дорогие, будет немножко ощущение, что тяжело, но ни в коем случае не пугайтесь, не прячьтесь от этого аспекта, потому что, ребят, Сатурн будет, тем не менее, при вот этой оголделой энергии заземлять. Получится трезво смотреть на вещи, да, более реалистично. Ну, скажу, что близнецы третьей декады, здесь, конечно же, Нептун будет делать квадратуру, и будет такое ощущение, что все получается не так, как я хочу. Я вообще хочу другого. Будет сложно понять, что вы вообще в принципе хотите. И здесь история того, что необходимо вот снять эти розовые очки, снять какие-то там ожидания, ну, как там сейчас модно говорить, взять ответственность за себя. И так понятно,
понятно, что мы все живем, и ответственность за наши жизни лежит на нас, но здесь нужно не очаровываться, да, чтобы потом не было вот этого разочарования, потому что Нептун в квадратуре дает потом разочарование от своих каких-то действий. Поэтому здесь смотрите на свое прошлое, сопоставляйте с настоящим и представляйте свое будущее на основе реальных ваших ощущений, да, чтобы не было вот этого завышенного, чтобы потом не было потом грусти и печали, что вообще мир не такой, и нам навязывают вообще все остальное. Говорю про Нептун, и за окном у меня пошел дикий ливень, представляете? Но это Нептун. Ребят, идем дальше. Все было бы в этом августе гораздо легче и проще, но с 5 числа и по 28 августа у нас наступает ретроградный Меркурий. Я не скажу, что это дико больно и печально будет в этом году, нет. Но суть того, что будет почти весь август. В августе, как правило, очень много дел. То есть этот месяц вообще, в принципе, не всегда такой простой. Да? И здесь история того, что у нас вот этот ретроградный Меркурий, период его делится на два этапа. С 5 и по 14 августа это когда Меркурий в Деве. И потом с 15 по 28 августа ретроградный Меркурий во Льве. Итак, для чего каждый из этих периодов и участков будет хорош? Первый период, когда ретро-мерк в Деве, можно спокойно, усидчиво разбираться в документах, налаживать связи, что-то где-то довозить, привозить, доставки, поставки, общаться, коммуницировать. Получится все-таки найти полезные контакты, связи, с кем можно договориться, сделать что-то. Мы способны трезво реагировать на свои какие-то ошибки, четко их исправлять, и все хорошо с этим будет. Второй период с 15 по 28. Здесь история того, что, ну, конечно, Меркурий, когда становится во Льве, это оратор. Это вообще неусидчивый человек, неусидчивый предприниматель. Но здесь на эмоциях получится договориться. Это ораторское искусство, это запуск какого-то громкого проекта, что-то мощное, что-то броское, яркое. Аккуратнее будьте в этот момент в споре, да, мои дорогие, потому что захочется очень сильно пылить, очень сильно захочется вот прям себя показать. Но скажу так, что для близнецов третьей декады этот период сложится хорошо. То есть здесь не будет таких сложных, напряженных моментов, поэтому у вас здесь прям вот хотите запускать что-то яркое, проект, который когда-то давно не получался, а он именно на публику, потому что Меркурий во Льве это всегда публичная деятельность, да. Меркурий в Деве это все-таки усидчивое, что-то нужно напечатать, что-то нужно заниматься, разбираться и вот эти истории. Поэтому здесь я скажу, что близнецам третьей декады очень сильно хорошо здесь этот период сыграет вам на руку, хоть и он и будет непростой. Да, что еще хорошо делать вообще в период ретроградного Меркурия, да? Ну, например, вся водительская деятельность, которая связана с вниманием, с техникой, это, конечно же, в период до 14 августа. После 15 захочется тратить, захочется пускать пыль в глаза. Ребята, осторожно, не тратьте, захочется очень много потратить, но у нас там есть еще аспекты, которые накладываются на этот ретро-мерк, и поэтому это движение ретроградного Меркурия не будет таким простым, как, например, апрельское движение, да, и здесь нужно эту историю понимать. Да, меня часто спрашивают, что делать вообще в ретроградный Меркурий. Ребят, вообще весь период этого ретроградного Меркурия скажу, что было бы хорошо запускать проекты старые. То, в чем вы раньше не разобрались, что раньше не получилось. Ну вот как-то не получалось и со знаниями, например, и с любой другой работой. Постоянно была история того, что что-то шло не так, и результат не оправдывал ожидания. Да? Поэтому запускайте все то, что не получалось ранее. Если какой-то новый проект, что-то новое вы хотите сделать, то период ретроградного Меркурия это как раз-таки классный момент для обдумывания и для подготовки, потому что в сентябре будет совершенно другая энергия и эмоции, совершенно будут другие планеты, но здесь в том числе понимаете, что сейчас близнецы первой декады, кто родился на стыке Тельцов и Близнецов, у вас есть такой бонус в этом августе. Плутон, который сейчас катится в ретроградном движении по Водолею, делает очень мощный, классный такой трин
ваше солнце, да, ваше натальное солнце в транзитной карте. Здесь вы чувствуете прям невероятную энергию, мощи старта для бизнеса, для действий, для зарабатывания денег. Поэтому да, близнецы первой декады, у вас даже в этот ретроградный Меркурий, если вы почувствуете свою внутреннюю силу, запускать то, что вы хотели давно, дело жизни, у вас получится. Поэтому здесь, конечно же, дерзайте, ни в коем случае не сидите, не отсиживайтесь, потому что уже 2 сентября Плутон перейдет в знак Козерога, и этой энергии силы будет гораздо меньше. Поэтому да, идем дальше. Ребят, с 14 августа и до конца месяца у нас параллельно с ретроградным Меркурием складываются такие сложные композиции на небе. И здесь история, знаете, в чем? Что это Венера в оппозиции с Сатурном. Про что Венера вы уже, ребята, знаете, да? Сатурн — это всегда ограничение. То есть, если Венера у нас отношения, финансы, да, наши как-то проявления наших навыков и талантов, то Сатурн — это всегда ограничение по всему тому, что связано с Венерой. Здесь, конечно же, было бы хорошо остановиться в тратах финансов, да. В любви, в отношениях наступит, я бы сказала, такой холодок, да, и на близнецов 2 декады эта история будет влиять сложновато, да, будет такое внутреннее ощущение, что что-то такое произошло, я не могу понять почему мой партнер отморозился, почему у меня история такая сложная и почему финансы вдруг резко остановились. Скажу вам, что этот момент не навсегда. Скажу, что в этот момент нужно просто больше усилий прилагать. Вообще ретроградный Меркурий, когда сам по себе идет, да, это история того, что нужно больше прилагать сил к коммуникации, к проверке документов, да, то есть к проверке своей техники, там, с которой вы работаете, будь это ноутбук или автомобиль, да, нужно больше просто быть внимательнее к своей технике, особенно если это средство вашего деньгозарабатывания, да. И, конечно же, Сатурн всегда просто заставляет нас тщательно относиться к той самой сфере, которую он решил сейчас проверить. И с 14 по конец августа он как раз таки будет проверять Венеру в сложной такой, я бы так сказала, оппозиции. И здесь будет проверка отношений на холод и тепло. Естественно, если вам кажется, что в ваших отношениях наступил какой-то сложный холодный период, начинайте отношения растапливать. Ребята, закон физики, как у нас растапливается лед теплом. Да, просто отдавайте больше тепла в эти отношения, понимания, потому что обязательно партнеру в этот момент это нужно, да и вам, собственно, на самом деле. А что касается с финансами, не говорит о том, что они прям колом станут и все, потеря работы. Нет, просто необходимо больше брать внутреннего резерва для того, чтобы их зарабатывать. Этот момент на 2,5 недели, потом этот аспект отваливается, и мы спокойно идем дальше в осень. Сложность этой ситуации в том, что, например, для близнецов 2 декады у них находится еще аспект Марс с Юпитером. И здесь история того, что захочется и деньги тратить очень много сильно, и будет казаться, что цели такие все благородные, да, и захочется в отношениях сказать, да ладно, мне не нужны эти отношения, потому что там у нас складывается еще и Венера-Юпитер, а Юпитер в соединении с Марсом. А это всегда, когда мы не довольны своей внешней красотой, когда хочется всякие операционные вмешательства, что-то себе где-то наколоть, что-то себе где-то отрезать, что-то себе где-то прибавить. Здесь история того, что подождите вы эти 2,5 недели, эта история отвалится, она пройдет, вы скажете, какое-то наваждение было. Да, потому что потом, когда это происходит на таких аспектах, в конце потом всегда приходит сожаление. Уж если вы хотите сделать себе какую-то бьюти-процедуру, сделайте это на гармоничных аспектах, чтобы результат вам нравился, а не от противного, как говорится, потому что все плохо, и я хочу сейчас все сделать хорошо. Но так не бывает, понимаете, да? И в отношениях точно так же, на этих аспектах, выходя из отношений, после того, как время пройдет, придет разочарование, что а что это я тогда напылил, зачем вот нужно было вот так вот ругаться с огоньком, да? Поэтому эти 2,5 недели
будьте, пожалуйста, аккуратны с финансами, с отношениями, со своим внешним видом, что вы говорите, что вы делаете, для того, чтобы удержать свою репутацию, свое внутреннее состояние, свою красоту, потому что Венера отвечает за красоту внешнюю, так и репутацию нашу, как нас видят люди. Поэтому да, ребят, сохраните свою красоту и внутреннюю, и внешнюю, для того, чтобы потом в сентябре, осенью и зимой все было гораздо лучше и приятнее. Да, максимальное осознание этого сложного периода, этих всех аспектов, которые сложились вместе, естественно, попадают на полнолуние. Полнолуние у нас будет водолейское. Водолейское полнолуние у нас будет 19-20 августа. Почему две даты? В одном полушарии 19, в другом уже 20 августа. И здесь, конечно же, максимально захочется, вот о чем думалось всю эту неделю, да, с 14 августа, максимально хочется это все внедрить прямо сейчас, резко, быстро, для того, чтобы вот как-то вот быстро, резко сделать, потому что там же еще Марс ускоряет, чтобы это произошло прямо сейчас, иначе все пропало, шеф. Нет, ребят, запаситесь терпением. Но при этом это хорошее время и полнолуние, и все вот эти 2,5 недели, 3, да, для того, чтобы начать заниматься спортом, брать какую-то аскезу. Нам, конечно же, захочется, да, дорогие близнецы, предъявить претензии для того, чтобы сказать, что все неправы, что все накаляют. Классное время для спорта, потому что здесь еще Марс в квадратуре с Сатурном, и это прекрасный момент начать заниматься спортом. Например, вы давно хотели заниматься йогу, вы давно хотели начинать, я не знаю, там кто-то бросить курить, бросить пить, плохую привычку, кто-то хочет начать просыпаться по утрам, раскачать в себе мотивацию. Так вот скажу, с 14 августа и до конца месяца это прекрасный момент, чтобы брать любую аскезу, брать полезные привычки и избавляться от вредных привычек для себя. У вас не будет внутреннее ощущение того, что это непонятно ради какой-то там высшей цели. Это вы просто будете понимать, что у вас от этого появится больше силы, вы знаете для чего. Это для здоровья, это для мощи, для энергии, для деньгозарабатывания. Ну, вдруг вы проснулись и поняли, что вам просто не хватает времени для того, чтобы что-то планировать, а самое классное время, когда вы что-то можете делать, это, например, в 8 утра, а вы просыпаетесь в 9 только, да, так вам, конечно же, нужно проснуться пораньше для того, чтобы привести себя в порядок и понять, что вы хотите, и так каждый день. Так вот, это сделать будет как раз-таки очень вовремя в этом августе. Да, скажу так, ребят, что мы не очень любим все время трудиться, время что-то делать, планировать, как-то заземляться, останавливать. Но вот этот август требует от нас, от всех вот таких эмоций, вот таких энергий. И я не скажу, что он плох. Нет, если вы человек по жизни практичный, хотя в наше время это не модно быть практичным, да, если вы практичные близнецы с прокачанным Сатурном или даже с напряженным Сатурном в натальной карте, то вы тогда прекрасно понимаете, о чем я говорю. И это прекрасное время для того, чтобы делать, дерзать, работать над отношениями, работать над своими навыками. Что-то хочется обучить. Давно не хотели что-то новое освоить для того, чтобы, например, зарабатывать больше. Так вот, этот август, он для этого и создан. Ретроградный Меркурий, как раз-таки специально в тех аспектах, плюс еще Венера, Сатурн и Юпитер в квадрате к этому всему. Да, обучиться, что-то новое освоить, получится хорошо, будет такая приземленная энергия, вы будете понимать, что да, это сложновато, но мне это нужно, и я знаю для чего. Поэтому вот такая история на этот август, дорогие мои любимые близнецы. Если у вас остались вопросы, оставляйте в этом видео. Обязательно указывайте дату, время и место вашего рождения для того, чтобы я ответила на ваш вопрос. И, ребят, как говорится, самый быстрый, кому нужно скорее всего, жду на консультациях. Все ссылки в описании канала есть для того, чтобы со мной связаться. До конца лета у нас приятные летние вкусные цены, поэтому буду рада вас видеть. Чем смогу, помогу по любому вопросу, как говорится. В конце ролика по классике актуальные видео, если вы не видели, посмотрите. Принимите верное решение. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Всего вам доброго, дорогие близнецы. Я в вас верю. Силы, мощи, энергии, коммуникации у вас очень много. Главное ее вовремя применить. И этот период в августе как раз таки для этого и создан. Всего доброго. Пока-пока.